Всем привет, друзья! В этом видео мы разберем, почему среди некоторых социальных групп бытует мнение, что моноколесо – это цирк. Основная социальная категория, в которой присутствует такое умозаключение – это нормисы, а также то, что к ней примыкает и в какой-либо степени пересекается. И она самая многочисленная. Это люди, сильно подверженные социальному влиянию. Здесь, как правило, полный контроль над сознанием со стороны общественных устоев, порядков, менталитета, а также скопированной на подкорку систему ценностей и статусной иерархии. Звучит сложно, но если по-простому, представьте себе офисного клерка, который накопил-таки на бэушное проперженное ведро, и вот скоро он уже станет менеджером отдела, а там в кредит можно будет взять китайский автомобиль бизнес-класс. И, собственно, в его сознании уже совершенно невозможно представить, как это он будет кататься даже на электросамокате. Какое уж там моноколесо. Но представьте такое, что другие люди, которые не являются никакими клерками, они не будут никакими менеджерами задрипанного отдела, но следуя такому общественному устою, представлению о статусах и так далее, они тоже считают для себя неприемлемым встать на электросамокат или моноколесо. Неприемлемым на таком уровне, что это все несерьезно. На электросамокатах катаются дети, а у него, руководствуясь псевдостатусным бредом, на крайний случай есть троллейбус и маршрутка. Когда очень сильно над мозгом давлеет менталитет и прочие абстрактные категории, бывает такое, что присутствует некоторая закостенелость мышления. То есть подумать, прикинуть, какое есть удобство использования моноколеса, не получается. А как я уже говорил, практичность использования этого транспорта даже по сравнению с велосипедом намного выше. Если, конечно, не брать замену камер в покрышках. На большинстве моделей моноколеса это довольно трудоемко. Вообще современные моноколеса – это высокотехнологичное устройство с мощными аккумуляторами, продвинутой электроникой и системами безопасности. Многие модели имеют запас хода до 100 км и развивают скорость до 50 км в час и выше. Это полноценный вид персонального транспорта и, если честно, на цирк совершенно не похоже. Я помню, как я в первый раз увидел райдеров в 2018 году на старых тонких колесах, которые были тогда еще весьма слабые. И первое впечатление от увиденного у меня было, что это высокотехнологичная спортивная приблуда для активных нагрузок на тело. Вот именно такое впечатление у меня было от моноколеса. Ну а то, что есть какие-то категории, считающие, что это похоже на цирк, я узнал позже. И мне как раз их мнение кажется похожим на цирк. Кстати, я знаю, что моноколесников триггерил какой-то неадекватный сюжет по НТВ про электрические унициклы. Но традиция игнорировать НТВ у меня уже есть давно. Как-то на другом канале ко мне ломился НТВшник, чтобы я поучаствовал в его сюжете касательно моего видео про здоровое питание. Но прикинув, что мне от этого НТВшника с его сюжетом выхлопа не будет никакого, я его благополучно скипнул. Поэтому в этом видео я также бредням с НТВ внимания уделять не буду. А у моноколес преимуществ достаточно много. Первая – компактность, легко переносить и хранить. Маневренность подходит для узких улиц, можно кататься на очень узких тропиночках. Экологичность, работают они на электричестве, без выбросов. Экономность, моноколесо недорого в эксплуатации, не дороже, чем велосипед. У моноколеса также есть развлекательный фактор, езда приносит удовольствие и может сделать поездки намного интереснее, чем на других видах индивидуального транспорта. Что касается других категорий лиц, которые считают, что моноколесо – это цирк, они довольно малочисленны. Я, например, видел, как один весьма широкоформатный паренек, который с трудом ходил, по необоснованным соображениям угорал с моноколеса. Но там уже не совсем здравая ментальная ситуация, которая выглядит нелепо, и обсуждать ее мы не будем. В заключение можно сделать вывод, что подобное восприятие не может вообще всерьез восприниматься, потому что различные веяния, основанные на стадных инстинктах, не имеют повода брать их в учет. А тем временем, при росте количества самокатчиков и моноколесников, такие умозаключения также выветриваются из головы тоже через стадный инстинкт, когда народ видит множество людей на таких видах транспорта, и это само по себе умозрительно входит у них в норму. Ну и на этом все, друзья. Благодарю всех, кто ставит лайки и подписывается. До следующих видео.